Приветствую всех на канале Пчеловодство и природа. Сегодня я хочу рассказать о своем медосборе. Думал, честно, что в этом году меда практически и не будет. Весенний мед, медосбор весь пошел на развитие, вплоть до того, что и липа пошла им на развитие. Расширил немножко пасеку я, делал отводки и трусил пчел постоянно на нуклеусы. Поэтому вот в такой ситуации, и кроме того, вот все надеются потом уже ближе к осени, в конце лета на подсолнечник. У нас и подсолнечника в этом году не было. Вот, но все-таки какое-то разнотравие, медленный вот такой медленный медосбор последний месяц шел. И все-таки они карника вот сумели что-то наносить. Хотя не сильные семьи. Вот, ну и посмотрим одну из семей, такую средненькую. Я бы даже не сказал, что может даже ближе к слабой. По условиям моей пасеки. Что они там наносили, как сложили. Так, вот тут я на обсушку рамку поставил. Это такая додановская рамочка. Я тут ее откачал и этим пчелкам поставил на обсушку. Пусть стоит. А тут сейчас посмотрим, что у них делается. Я так предварительно просматривал, ну, как бы решил сделать такое видео, немного показать. Моль бегает. Так, ну вот смотрим, последняя рамочка. Медовая, полностью, считай, медовая, до половины печатка. Ну, там немножко не запечатанный мед. Печатка такая в этом году у всех семей, какая-то вот, хотя и карника, но печатка такая полусухая, я бы сказал. Для карники присуща, что сухая печатка, но в этом году она вот у всех какая-то такая полусухая, можно сказать. Так, ну, вот одна рамочка. Можно сказать, мед есть. Так, вторая рамочка. То же самое, запечатанная. То же самое, есть медок. Наносили, я говорю, эти рамки, вот некоторое время еще назад были полностью пустые. Не знаю, я там показывал. Вот это ближе к сухой печатка. Ну, тут и светленькая рамочка такая. Вот это уже третья. Так. Вот правду говорят, карника это когда меда больше, чем пчел. Ну вот сколько там пчел, да, и сколько меда. Вот третья рамочка, четвертая рамочка тоже. Вон пчелы, вон мед. Четвертая рамочка. Идем дальше смотрим. О, пятая тоже мед. Ну тут более такая темненькая рамка, но все равно мед. Так, пятая рамка. Идем дальше. О, здесь уже пошло гнездо, да? Или нет? Нет. Все равно там просто перга внизу, а тут мед. Вот такая рамочка. Ну, 5 рамок, можно сказать. Это шестая. Так, это что? То же самое, перга внизу. Перги наносили. Так, дальше. О, вот наконец-то пошло гнездо. Расплод. Вот такой расплод. Так, хорошо. Вот открою. Так. Вот тут легенькая. А, и маточка попалась вот. Вот маточка, видно? Карника, это этого года уже маточка. Маточек я всех поменял у себя. Каждый год меняю. Ну, видно, вот расплод вышел. Вот какой плотненький был расплод. И они уже пергой забивают, не дают матки сеять. Где-то, может, она там и успела засеять. Но видно, какой плотный был. Вот расплод выходит. Так, с этой стороны. Что тут? Ну, то же самое расплод вышел. Но солнце я просто не вижу. Успела матка там что-то засеять. Так, ну, это гнездо уже. Так, тут что? То же самое, вот какой хороший расплод, видно? Плотненький, печатный расплод. Так, то же самое. Так, ну меня интересует мед с той стороны. Как они успели с той стороны. Так, еще гнездо идет. Остатки расплода подходящие. Так.
Так, то же самое, печатный расплод. Вот сверху они по чуть-чуть расплод вниз, вниз, вниз сдвигает. И сверху мед. Так, а ну, с этой стороны. О, пошла опять медовая, теперь уже с этой стороны. Вот какая светленькая, полностью медовая с двух сторон. Угу. Красивая печатка. Ну, светленькая рамочка. Так. Раз, значит, тут два, опять медовая рамочка. Полностью медовая с двух сторон. Так. И последняя. И тут тоже полностью медовая. Ну, с двух сторон. Печатка полностью. И с этой стороны. Ну, здесь снизу они допечатывают, подпечатывают. Но мед уже давно такого нормального поступления не идет. Если труснуть рамку, уже мед такой зрелый. Ну, то есть все такое. Можно какое-то количество здесь откачать. Сейчас я посчитаю. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 рамок стоит. Вот, если рамок 10, им, скажем так, оставить, вот рамок 5, ну 4 можно откачать. Вот, а потом потихоньку уже гнездо, чтобы они успели нарастить нормально массу в зиму. Ну и там дальше формировать гнездо и еще потом несколько рамок уже забрать, которые последний расплод будет. Ну как-то так. То есть я о чем? О том, что все-таки какой-то мед Карника успела принести. Наконец-то вот в самом конце, можно сказать. Так, ну и сейчас я прикрою. И хотел показать еще один нюанс. Там просматривал. Сейчас вот покажу один нюанс. Вот это я посадил тут павловнию и садил с таким расчетом, чтобы чем быстрее дерево, которое быстрее всего растет. Здесь, там, ну, в общем, 3 дерева я посадил. Суть в чем? Вот каждый год бывает такая погода, когда очень жарко. Это бывает буквально несколько дней, там, не знаю, может быть день-два, но такая очень-очень жаркая погода. И вот что в результате происходит. Вот хочу показать. Вот так. Свежеотстроенные соты. Полностью вот они занесли медом. И в какой-то момент вот этот мед весь поплыл. Но это еще полбеды. Тут он поплыл вниз и тут остановился, задержался за ту рамку. А бывает такое, что полностью на днище и вплоть до того, что этот мед потом стекает с литка. Вот. То есть я о чем? Ну тут, конечно, можно... Тут сколько у меня? 4 проволоки вертикальных. Ну можно 5 ставить. Ну я даже думаю, что и 5 не удержит. Если такая жара, и 5 не удержит. Поперек, дело в том, что тут, ну куда поперек? В украинской рамке натягивают проволоку только вертикально. Ну вот, такой тоже нюанс хотел показать, что иногда вот такое бывает. Поэтому вот это, то, что посадил павловнию, одна из причин, почему я его именно на пасеке, чтобы создать тень. Поднимутся деревья, уже немножко жара не так будет держаться. Вот немного откачал мед и ну, вот такой в этом году. Вот такой по цвету. Достаточно такой вязкий. И по цвету ближе к темным тонам, такой ближе к темному. Подсолнечника в этом году рядом нет, поэтому чисто вот разнотравье. Вот такой результаты, так сказать, работы в этом году. Ну, меда немного, как бы так, но для себя, друзьям, знакомым, я думаю, хватит. На этом все. Подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Пока.